последнее время садоводы все чаще интересуются темой малоуходного сада. К сожалению, не все могут часто приезжать на свой участок и позаботиться о своевременном поливе растений. Выход один – мульчирование и посадка самых выносливых к жаре и засухе культур. И таких стойких растений очень много. Например, в своем саду я никогда не поливаю юку ничатую. Она вполне довольствуется даже редкими осадками. Это очень выносливый многолетник, а главное, выглядит декоративно весь сезон. Юка уходит в зиму вместе с листвой. В июне кусты выпускают мощные стрелы с роскошными ароматными соцветиями. Крупные колокольчатые цветы белокремового цвета очень украшают сад. Но и листья юки также не менее декоративные, особенно у варигатных сортов. Например, сорт Gold Heart отличается многоцветной окраской листвы. И чем старше куст, тем ярче его цветовая гамма. Юка ничатая выносит длительные морозы без укрытия до минус 20 градусов, кратковременные до минус 35. Жара и засуха этому многолетнику нипочем. Так что вы можете смело ее высаживать на самых солнечных местах и не переживать за своевременный полив. К таким же засухоустойчивым растениям относится лаванда. Из лаванды можно вырастить красиво цветущие пышные бордюры. Период цветения, окраска соцветий и размер кустов зависят от сорта. Уход за лавандой очень простой. В основном он касается стрижки. Свою лаванду я стригу дважды за сезон, ранней весной или осенью и после цветения. Для садов с холодным климатом рекомендую высаживать зимостойкие сорта английской узколистной лаванды. В моем саду в климатической зоне 5Б лаванда зимует без укрытия. Хочу посоветовать еще один стойкий многолетний цветок под названием кориопсис мутовчатый. Этот вид от обычного кориопсиса отличается своей раскидистой формой куста и узкой игловидной листвой, немного напоминающей листья укропа. На фоне пышной ажурной зелени очень красиво смотрятся крупные цветы ярко-желтой окраски. Они массово и непрерывно распускаются с июня по август-сентябрь. Это идеальное фоновое и бордюрное растение, очень стойкое к жаре и засухе, а также зимостойкое. Если вы не знаете, чем занять пустующее место в солнечном цветнике, посадите этот неприхотливый многолетник. Добавить синевы в свой знойный сад помогут посадки перовские. Это высокорослый многолетник с сизо-зеленой листвой и ажурными сине-голубыми соцветиями. Хотя есть и более низкорослые сорта. Перовский отлично подходит для заднего плана цветников, для декорирования заборов, в качестве легкого фона и как солитер. Ее кусты придают летнему саду особую свежесть и воздушность. Такими же качествами обладает еще один засухоустойчивый многолетник с раскидистой кроной и ажурными соцветиями. Это гипсофила. Кусты многолетней гипсофилы бывают разной высоты и объема. Есть сорта с белыми и розовыми цветочками, простой и махровой формы. Гипсофила может расти на постоянном солнце и даже на скудной почве, но она не любит переувлажнения и кислый состав грунта. Предпочитает легкую и известковую землю. Цветение происходит в зависимости от вида и сорта. С начала лета по сентябрь. Гипсофилу легко вырастить из семян, но махровые сорта лучше черенковать. Также взрослые растения не любят пересадку, так как у гипсофилы длинный стержневой корень. В эту же компанию засухоустойчивых и обильно цветущих многолетников стоит добавить шалфей и котовник. Эти растения простые в уходе, не требуют своевременного полива, отлично стригутся, эффектно и долго цветут. Котовники и шалфеи вполне могут заменить лаванду. Из них также получаются роскошные бордюры и обрамления садовых дорожек. Среди многочисленных видов шалфея есть очень интересная однолетняя сальвия харминумовая. Она привлекает внимание своими яркими прицветниками розовой, синей, фиолетовой и прочей окраски. Особого ухода и частого полива не требует. Можно сказать, растет сама по себе и способна давать свой самосев. Очень красиво смотрятся ее яркие веточки в общем цветнике и в оформлении живых и сухих букетов. Высота кустиков от 40
до 60 см. Высокой засухоустойчивостью и способностью сохранять яркую окраску соцветий даже в сухом виде обладает кермек. Его второе название – статица. Это растение приспосабливается даже к самым некомфортным условиям, скудному грунту и засухе. Кермек хорошо растет на солнечных участках, зацветает в июле и радует своими яркими щитковидными соцветиями до морозов. Цветы бывают всевозможной окраски. Статица отлично подходит для составления красочных зимних букетов. Одними из самых неприхотливых и засухоустойчивых многолетников являются всевозможные очитки. Они бывают почвопокровными, средними, высокорослыми и ампельными. Очитки отличаются также окраской и формой листвы. Эти растения принадлежат к группе суккулентов и способны выдерживать даже самую длительную засуху и жару. Однако эти многолетники не любят кислый состав грунта и частое переувлажнение. Для самых солнечных цветников подойдут разные по окраске декоративные тысячелистники. Это многолетнее растение не потребует от вас никакого опыта и специального ухода и будет красиво выглядеть в течение всего лета. К нему в компанию можно высадить засухоустойчивый портулак. Его цветы могут быть разной окраски, простой и махровой формы. Портулак предпочитает солнечные участки, к почвам неприхотливый. Со временем хорошо разрастается, образуя густой цветочный ковер. Цветение длится с июня до холодов. Обратите внимание еще на один неприхотливый многолетник под названием санталина. Это растение можно выращивать даже на каменистых грунтах. В зависимости от вида и сорта, кустики могут отличаться высотой и окраской листвы. Очень красиво смотрятся пышные шарики санталины серебристой. На ее фоне отчетливо выделяются мелкие желтые цветочки, которые распускаются с июня по август. Таким же красивым сизым оттенком листвы обладают разные виды декоративной полыни. Ее листья эффектно серебрятся в лучах солнца и издают выраженный аромат, особенно в жаркий засушливый период. Украсить самые солнечные и сухие места в саду можно с помощью почвопокровной пижмы городянова. Этот многолетник отличился своей неприхотливостью и эффектным видом перисто-рассеченной сероватой листвы. Разрастается он в виде невысоких пышных подушек. Небольшие желтые соцветия раскрываются в июле-августе и красиво контрастируют на фоне серебристой с белым опушением кроны. Эта пижма выдерживает жаркий климат и засуху, а также морозы до минус 29 градусов. Однако она не терпит переувлажнения, особенно в холодный период года. В качестве засухоустойчивых почвопокровников можно посадить и берез, и тимьян. Эти красивые многолетники разрастаются эффектным плотным ковром, который покрывается множеством ярких соцветий. Тимьян также обладает лекарственными свойствами. Его можно использовать для чайных смесей и в кулинарии. Для альпийских горок и каменистых садов отлично подойдут засухоустойчивая абриета и армерия. Эти растения предпочитают рыхлый грунт и солнечные участки. Очень красиво цветут и простые в уходе. А любителям малоуходных цветников в природном стиле, которые не потребуется своевременно поливать, можно порекомендовать такой стойкий цветок, как скабиоза. Этот травянистый многолетник, несмотря на свою простоту, очень красиво и долго цветет. У скабиозы, в зависимости от вида и сорта, бывают разные по окраске и форме цветы. Кустики также отличаются высотой. Особо засухоустойчивая скабиоза кавказская. Это растение любит солнце или легкую полутень. Яркие кружевные соцветия могут достигать в диаметре 10 см. Скабиоза крайне неприхотливая и эффектно смотрится, высаженная группами. Друзья, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, какие еще засухоустойчивые и неприхотливые цветы вы можете посоветовать. Я также буду благодарна всем вашим советам и лайкам. Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. А если вам это видео было хоть немного полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч на нашем канале Добрый сад.